Здравствуйте, дорогие друзья! В этой серии, как вы уже поняли из названия, мы поговорим о фейерверках. Явление это интересное и очень зрелищное. Часто игроки сервера планируют и отмечают совместные различные даты, события и просто праздники. И именно фейерверки стали уже неотъемлемой частью такого рода мероприятий. Я постараюсь доступно и просто объяснить вам основные принципы крафта по сегодняшней теме. И если вы будете слушать внимательно, то я гарантирую вам, что ваши фейерверки станут одними из самых необычных. Да, и прежде чем начать, попрошу вас, поставьте под этим видео лайк. Поверьте, для меня это важно, а вам совсем не сложно. Сперва ракета. Используем бумагу и порох. Как видите, это еще не фейерверк, просто ракета холостая без конечного эффекта. Такая может пригодиться лишь для полета на элитрах. Для празднования она вряд ли подойдет. Чтобы в небе получилась долгожданная вспышка, нужно в крафт добавить пиротехническую звезду. Самый простой и быстрый вариант – это порох и любой краситель. Звездочку же добавляем в крафт ракеты, и вот вам результат. Теперь расскажу интересные подробности, которые сильно расширяют наши возможности при выборе вариантов. Слева в инвентаре предметы, которые влияют на форму и эффекты взрыва. Справа красители, которых, конечно, больше, чем я выложил, но, думаю, для наглядности и этого вполне хватит. Дело в том, что при крафте звездочки вы можете добавлять любые из доступных красителей в любых комбинациях. И, кроме того, модификаторы, о которых мы и поговорим подробнее. Огненный заряд. Этот модификатор увеличивает шар взрыва. Алмаз добавляет искрам взрыва след, и светопыль создает визуальное потрескивание после взрыва. Все полученные свойства до завершения крафта можно прочесть путем наведения курсора на будущий результат. Посмотрим на практике, что получилось, добавив готовую звездочку в крафт ракеты. Кстати, количество пороха в крафте ракеты влияет на дальность ее полета. Давайте увеличим порох в 2 раза. Проверим готовую ракету в деле. В результате взрыв гораздо эффективнее, чем предыдущий. И обилие цветов и модификаторы явно улучшили картинку. По-моему, результат даже превзошел наши ожидания. Теперь модификатор «Голова крипера». Для этого эффекта подойдет любая голова из доступных, будь то скелет, дракон или что-то иное. Повторю про краски, их вы добавляете любые в любых комбинациях. Все зависит только от вашей фантазии. Из самого названия уже понятно, что модификатор «Голова крипера» придает взрыву характерную необычную форму. Замечу, что для приличного сервера такая ракета будет весьма дорогостоящей. Следующий модификатор – кусочек золота. С этим модификатором получается взрыв в виде объемной звезды. Лично мне он нравится больше остальных. И напоследок, для тех, кто не знал, расскажу, что фейерверки можно также запускать при помощи раздатчиков. Тут мы понимаем, что и расположение, и количество раздатчиков почти не ограничено и зависит только от вашего трудолюбия и фантазии. При определенных усилиях можно сделать невероятное огненное шоу.
Надеюсь, минимальные знания по теме вы сегодня усвоили. Поэкспериментируйте на досуге. А я прощаюсь на сегодня. Подпишитесь, если до сих пор сомневались, ставьте лайк и до новых встреч!